Якорь-Мевж... Пиратская бухта снова с нами, друзья. И я напомню вам, что мы сегодня просто на волоске. Висим 2 очка сплоченности из 128 возможных. И есть такой неслабый шанс зафейлить все это прохождение. Ну что ж, либо пан, либо пропал. Настоящая пиратская история. Ну и давайте будем здесь с вами как-то осваиваться, продолжать. Итак, у нас есть 2 лагеря, напомню вам, и в прошлой серии был офигительный кризис в первом лагере логово сабельщиков. А случился он потому, что не хватало дико нам вина. Да. Винокурень я, тем не менее, построил очень много, но вина все не хватало, и лагерь в итоге взбунтовался. Что ж, пришлось откупиться, предпринять 2 попытки, чтобы настроить ситуацию, и мы ее настроили. Оказывается, помимо винокурен нужно еще и таверны строить, потому что производство ресурса не означает его доставку в итоге в лагерь. Доставляется он из таверны, а производство на нее не влияет, лишь на запасы. Что ж, будем это в любом случае иметь в виду в следующем нашем прохождении, но надеюсь, что сегодня нам удастся пофиксить это беднейшее положение, я бы сказал, наших лагерей, наших бедных пиратов. И что мы для этого можем сделать? На самом деле не так уж и много. Есть корабль, в котором у нас всего 5 улучшенных морских разбойников. Есть юнги, мы можем их уволить и нанять юнг. Ибо у нас сейчас очень мало людей, доступных для этих заданий. Что ж, в любом случае, нам как-то нужно из этого кризиса выходить. А для этого нам нужны очки сплоченности. Что ж, сидя на жопе ровно на этом утесе, не заработать эти самые очки, нам придется выходить, высовывать свои любопытные носы из этой бухты. И, возможно, тогда мы сможем этот кризис преодолеть. Пока надежд особо нет. Что ж, давайте посмотрим. Новых очков для улучшения нет. Есть поискать в древнем архипелаге, поискать на рифе скрещенных костей, поискать. Глава 2. Волны судьбы. И вот у нас здесь нам намекают на то, что нам нужны задания основные, задания побочные, которых у нас сейчас нет, и наладить эффективные транспортные маршруты в пункт назначения Камбус. 15 из 7. Мы продвигаемся. Что ж, я думаю, что в любом случае, поскольку у нас такая незавидная ситуация случилась, делать нечего, нам нужно отправляться в путь. Набираем команду славных моряков. Что ж, вот у нас не осталось никого. Давайте еще посмотрим, если где-то есть аврал. А он по-любому есть. Здесь что у нас не хватает? Расход ресурсов слишком высок. Высок и невысок. Ладно, это мы разберемся. Где еще? Пауза. Постройка не соединена с пиратским лагерем, однако нужно ее соединить, конечно же. Давайте сделаем ей переход. Что ж, я думаю, что переход может быть отсюда. Вот сюда. И теперь-то она уже будет соединена с пиратским лагерем, я думаю, да? Так, здесь у нас склад заполнен, здесь у нас ривые ресурсы недоступны. Это что еще значит такое? Почему у нас недоступно? Потому что у нас, походу, что-то с каменщиком случилось. Почему это произошло? Карьер. Камень производится, работает. Но почему-то каменотес. Получается, что у нас филонит. Хотя он производит это все дело в большом количестве. Вот здесь камни есть. Здесь мы эту постройку разрываем теперь. Давайте разорвем. Так, а вот на этот склад можем построечку-то и назначить. Здесь у нас склад, там у нас склад, везде склад. Так, и тогда вот это я назначаю. Да, есть еще один склад и есть пресная вода. Что ж, пока как-то так. Надеюсь, что нам удастся сейчас как-то выжить, я не знаю. На всякий случай сохраню на это сохранение. Вот так. Нам конец, назову его я. Нам конец. Жаль, что нельзя восклицательный знак, я бы хотел. Так, ну и все. Тогда давайте посмотрим, что мы можем... Что мы можем здесь посмотреть? Так, здесь нам нужно возможная добыча. Отправляйтесь сюда на одном из своих кораблей, исследуйте регион.
Так, мне нужна более интересная добыча. Мне нужна скорость, броня, маневренность, похититель. Так, здесь что? Не совсем понятно, как это работает с пиктограммами. Итак, отправляйте сюда на одном из своих кораблей, исследуйте регион, оставайтесь в области, чтобы она была открыта. Так, здесь у нас есть урон от стрельбы, скорость, маневренность и броня. Награды 30 монет. Точнее, не монет. Очков сплоченности. Так, здесь награда всего 3. Но она, по-моему, легкая. Да, у нас похититель, а нужен мародер. Я думаю, что это будет легкой добычей. Здесь 20. Также мы можем попробовать. И здесь можно кого-то захватить. Что ж, давайте зарейдим вот этот корабль. Какой-то странный путь мы выбрали выхода из этой бухты. Думаю, что она все-таки пойдет в обход. Да, там я не видел прохода. Что ж, ну и давайте, если этот корабль далеко от нас не уйдет, все-таки у нас маневренность выше и выше скорость. Попробуем его достать. Получим в любом случае здесь каменные блоки и сплоченность немного. Надеюсь, что запасы у нас людей, припасов и прочности позволяют нам эту миссию выполнить. Это, так сказать, пиратский рейд. Но он тоже на месте не стоит. Как бы он ни удрал куда-нибудь, где есть форт. Он где-то там, что-то мигает. Возможно, это же пушечные залпы. Возможно, кто-то уже атакует этот архипелаг. Так, ну и ускорить, конечно же, можно не лишним. Так, корабль тем более возвращается на свою исходную точку, курсирует. Но это очень опрометчиво с его стороны. В этих водах небезопасно. Ведь мы здесь живем, мы пираты. Кровожадные, но благородные. Что ж, и давайте посмотрим, как это у нас сейчас пройдет. Системой карточек я, конечно же, знакомлюсь только в этой игре. Раньше у меня опыта не было. Не могу сказать, что мне это нравится. Так, торговое судно. Эти торговцы забыли, что не стоит плавать в одиночку. Ничего, мы им напомним. Итак, у нас есть выборы. Если нам выпадет, насколько я понимаю, 2 очка или выше, у нас есть шанс получить еще 1 очко на следующем ходу. И мы таким образом предотвращаем от 6 до 9 единиц урона по команде. Так, здесь мы преодолеваем расстояние до цели, и это нам как раз таки нужно. Так, еще преодолеваем летящие крюки. Так, и здесь сразу мы преодолеваем 1600, если выпадет 5. Если же не выпадет, насколько я понимаю, я получаю дебаф. Либо команда, либо прочность, либо припасы. Что ж, давайте-ка сделаем вот это. 3, и у нас потеряли 1 человека, но почти достали. Так, еще немного припасов потеряли. Груз нам нужен целым и невредимым. Эти ребята мигом сдадутся. Так, ну что ж, жесткий отпор. Здесь мы можем что сделать? Уменьшить параметры соперника. Прочность и экипажа до значения ниже 75%. Я думаю, что это без проблем мы сможем сейчас сделать. Тем более здесь шансы большие. Нанести 27 или 30 единиц урона. И получаемый урон, к сожалению, по нашей команде увеличивается в 2 раза. Не хочу я так. Так, предотвращаем урона. Ну окей, попробуем. Выпала 3, и мы успешно нанесли им удар. Так, сейчас у них 7 человек осталось, но не нанесли урон по кораблю. Что ж, еще раз. Что ж, команды нет, бортовые баррикады, предотвратить. 2 единицы урона. Мы потеряли еще 1 человека, немножко припасов. Ну и что мы здесь можем нанести урон? Да, урон. Вот так. Событие пройдено, они отдают нам груз, и мы возвращаемся с богатым уловом. 50 камней в трюме, 3 очка сплоченности. Так, это, судя по всему, наши потери. 12 единиц припасов и 2 члена команды. Что ж, помянем их минутой молчания и отправимся дальше в путь. Так, здесь мы получим... мы здесь получим... По лицу мы здесь получим, судя по всему, но попробовать это дело стоит.
Вроде как я стал понимать немножечко больше механику этих карточек. Что ж, давайте попробуем. Настоящий пиратский конклав с легендарной скалы. Все знаменитости в Боре. Я Тимоти Шор. Мне нужно переправить кое-что контрабандой, точнее, кое-кого. Себя. Это работа по зубам только настоящим пиратам, будущим легендам. Как думаете, вы из их числа? Тимоти Шор, легендарный пират по прозвищу Феникс. Что бы он ни задумал, мы в деле. Что ж, судя по всему, они знакомы с этим пареньком. И где же у нас появились очки сплоченности, пока не вижу. Куда надо вкинуть? Это странно. Блин. Как бы мне узнать, куда? И не сюда, и не туда. Так, задача, подожди. Я их еще не получил. Для начала их надо получить. Так, окей, а теперь... Вот, нам показывают, что. Синюю штуку нам надо это все двигать. Так, здесь мы уже корабль получили, судя по всему, охотник, да? Так, и усиление с каждым рангом повышает объем производства постройки самогонный аппарат. Это хорошо, это мне нравится. Повышает уровень сплоченности на 4 единицы за каждое знамя. Вот это я не понял. Я уже поставил на острове, понатыкал флаги, потратил, кстати, на это... Ну да, шикарное знамя. Потратил на это все практически свои монеты. Но как-то вы видите, что особо очков сплоченности мне это не прибавило. Не понимаю пока эту механику. Делать в любом случае придется, потому что без нее не забрать корабль 3-го ранга. Но я пока, честно говоря, не понял, как это работает. За прохождение событий морской храм накладывает на корабли усилители пиратского ремесла, которые улучшают один случайный параметр. По возвращении на пирс усилители пиратского ремесла пропадают. Пожертвуйте храму 300 монет, чтобы наложить усилители пиратского ремесла на все корабли. Так, ну это просто какие-то, поборы начинаются. Более удобное жилье нам открывается, вмещает до 8 человек. Это хорошо. Надеюсь, здесь есть механика апгрейда построек жилых, но не сноса и перестройки. Так, трудолюбивый травник нам открывается. С каждым рангом повышает объем производства постройки аптека. Это классно, только нет у нас аптеки. Давайте пока повышать сразу то, что есть. Что ж, отлично, это мы сделали и... Вперед. Феникс в бегах. Отрадно вас видеть. А теперь пора убедиться. Только осторожно, жнец следит за нами. Итак, незаметно преодолеть 47 метров. Безопасный маневр. Получить 1 пункт очки для следующего хода. Преодолеть 9 метров. Предотвратить урон. Так, ну есть вот этот вариант, да? Но здесь мы точно получим урон команды. Но получим и припасы. Вопросики. Давайте попробуем. Да, одного члена экипажа мы потеряли. И, к сожалению, припас не получили, так как мы не набрали необходимых 4 очка. Что ж, давайте еще раз попробуем это сделать. Да, нам конец. Так, и еще 9 метров я могу преодолеть. В любом случае, прекращаем урон, но припасы у нас заканчиваются. Туман, дурной знак. Нужно скорее проплыть сквозь него. Это вопрос жизни и смерти. Нам нужно получить 20 фрагментов карты. И здесь, к сожалению... Так, получить фрагменты карты. Здесь нам нужно получить боеприпасы. Так, хорошо, обменяли урон на очки. Как это сказать? На припасы, да, на припасы. С этими пиктограммками нужно разбираться, запоминать. Так, истощение припасов игрок теряет. У него их полно. Точнее, припасов у него вообще практически нет. Но команда, посмотрите, просто огромная. Так, получите фрагменты карты в количестве 15 и предотвращаем урон. Так, есть 12 фрагментов карты мы получили. Если получим еще столько же, можно считать, что мы выиграли. Так, давайте. Есть.
Отплывите от источника опасности. Сам Дэвид Джонс. Не оборачивайтесь, не верьте своим глазам. Всплывает вдруг и начинает нас преследовать. Это удивительно. Мы получаем здесь 15, но пятерочка. Оседлаем волну и предотвратим урон. Давайте вот это попробуем. Так, есть. 11 членов экипажа, нам конец. Так, здесь есть только 3 единицы урона. Игрок теряет, но получает. Так, что ж, с командой не повезло. Так, можно попробовать еще. 2, к сожалению. К сожалению, мы проиграли. Что ж, здесь спасем экипаж. Корабль потерян. 5 очков сплоченности мы получили, тем не менее поплатились кораблем. Хорошо, я не буду загружаться, пожалуй, да, попробуем это переиграть по-другому. Мы возьмем сейчас строительство корабля, потому что у нас все ресурсы для этого есть. Начать строительство корабля, давайте выберем мародер, охотник, ураган нам доступен. Так, золотоискатель и акулий зуб. Давайте возьмем золотоискателя. Построим его. Да, вот такой экипаж у нас будет. Построить корабль совсем недорого. Так, и нужно будет назначить туда капитана. Я думаю, в этот раз мы можем попробовать назначить туда Эдварда Тича. Да, вот так вот. На самом деле не так уж и фатально топить корабль, терять его, можно его всегда восстановить. Капитан, как я понимаю, тоже восстанавливается. Хонората у нас не погибает. Просто через какое-то количество времени она будет доступна к найму. Что ж, единственное, что пока вот это меня сплоченность волнует, но людей мы можем здесь привлекать. Люди у нас есть, для этого вам, возможно, еще удастся привлечь в лагерь новых поселенцев. Так что ж, и строительство закончено на 74%, не хватает еще веревок. Как-то далеко это все случилось. Надеюсь, сейчас он здесь их заберет. Нужно сделать какой-то быстрый fast travel сюда, прям вот к этому лагерю, потому что понес он веревки один отсюда, да, и имеет смысл действительно это сделать. Давайте попробуем изготовим этот самый zip-line. Не хватает ресурсов, а для этого нужны веревки, видимо. Так, 42 пиратов разделила. Мы стараемся, чтобы все пираты и вся наша община жила в согласии, но ссоры неизбежны. 42 пиратов перерос в перебранку, а потом в настоящую вражду, расколовшую остальных жителей острова. Так, это мы не можем сделать, остаться в стране и настоять на своем. Что ж, решим потом. Пока мы не обладаем ни одним из этих ресурсов, чтобы вообще вот эти споры еще тут на них внимание обращать. Не до этого, ребят, нужно как-то соображать и работать на общую сплоченность. Я, конечно, понимаю, что тут нам как бы обстоятельства диктуют иное, но если мы не будем друг за друга, то нас сожрет этот опасный мир. Что ж, корабль сейчас будет уже готов. Судя по всему, еще необходимо 14 веревок. Сколько принесет этот джентльмен? Не хватило, буквально 2. Ну ты что, не мог донести? Я не знаю, но теперь мы будем ждать, просто это вечность. Так, ну и я ускорю до максимально возможного уровня. Надеюсь, что... Да, корабль готов. Посмотрите, вот он новый. Надо назначить капитана. И вот он, наш кровожадный Эдвард. Мать его, Стич. Так, назначить капитана. Так, и тогда можно будет отправиться на это же самое задание. Потому что это ближайшее место, где я могу получить такое количество очков сплоченности.
Так, управление экипажем. К сожалению, только 17 матросов я могу нанять. Блин, а мне не нравится. Мне такой подход не нравится. Почему я не могу нанять больше? Где мои люди? Кто куда разбежался уже? Что происходит? Так, и здесь у нас Амара тайно работает на корону. Нужно ее найти, поискать в древнем архипелаге. Где-то здесь. В подножие Великого Зиккурата раскинулся древний город. Мятежный союз племен превратил эти развалины в свою штаб-квартиру. Сердце растущей империи. Так. Блин, решить не получится, да? И вы хотите еще людей у меня забрать? Пираты собираются решить ссору по старинке смертельным поединком. Увы, некоторые из них, сторонники, тоже не преминули ввязаться в драку. Из-за личной распри погибло много людей. Что ж, да, люди погибли, но у нас выбора не было. Так, с 17 матросами отправляться в путь такое себе. Я не знаю, вот есть еще 9 человек. Давайте назначим их. Больше никого назначить почему-то, кстати, не можем. А, всего 20 у нас максималка. Ну, значит, тогда максималка. Тогда погнали. Как он радостно смеется и всегда в приподнятом настроении, потому что знает, что ему все нипочем. Так, здесь у нас что? Переназначить. Тоже 20 очков сплоченности. Так, ну давайте, кстати, это ближе. Кто-кто? Пираты с Дикого острова, те самые, которым хватает духу бороться с короной. Меня зовут Энрике Бавайро, у парочки моих друзей грозит виселица в заливе Барбус. Вы хотите власти, верно? Спасите их, и я сведу вас с очень опасными людьми. Власть. Ха, отлично. Если он нас обманет, мы скормим акулам и его друзей. Вы как раз вовремя. Доставайте оружие и помогите мне остановить казнь. Итак, снизьте показатель прочность врага до 0. Да, здесь запаса неплохо, много, и солдат здесь много. Что ж... Нанести урон. Так, что ж, мы никого не теряем, потеряли немножко прочности и припасов, но зато уполовинили просто сразу. Прочность. И здесь можно попробовать еще раз это выбрать. Да. Они свободны. Отправляемся в гавань. Нам нужно посадить их на корабль. Они это вот эти вот ребята, да? Петушары. Так, преодолеть расстояние в 3600 метров. Получить +1 пункт очко на следующем ходу. Так, и предотвратить урон. Я берегу команду, на самом деле, пока. Это для меня приоритетно. Преодолеть... Не знаю, здесь урон по команде, к сожалению, я не преодолею. Только преодолеть могу я урон по прочности. Ну и того, и другого у меня здесь достатки. Давайте выберем вот это. К сожалению. Так, и короткий путь еще можем сделать. Так, что ж. Мы поднимаем людей на борт. Прикройте нас со всех сторон. И здесь у нас еще один бой. Пока запас людей есть. Так, предотвратить урон. 11 и 17 единиц по команде. Да, это выглядит неплохо. 3 хода надо защищаться. Так, команду уполовинили нам, к сожалению. Так, в укрытие. Нам нанесли удар по прочности. Но команда пока осталась. И здесь можно выбрать еще один. Отлично. Проблемы Энрике решены. Бунтари без причины. Ачивка прилетела нам. Мы отплыли от берега недурно. Я и мои друзья, мятежники, в долгу перед вами. Что ж, мы потерпели
урон. Мы потеряли 11 членов команды и припасы. Но зато мы получили 20 очков сплоченности. А это значит, что в конце туннеля виден свет. Мы отправляемся на архипелаг. Эти идиоты хотят вернуться в союз племен. Слыхали о нем, а? Движение против короны. Я сам не сторонник, но платят они хорошо. Может, вам такое по душе? Если хотите вступить, скажите, что я прислал. Энрике Бавайро. Так, ну и что ж, мы подружились с Энрике Бавайро, у него есть связи в союзе племен. Движение, которое открыто против короны. Мы можем поддержать их, стравить их с королевским флотом и таким образом добиться власти. Что ж, неплохо, эта вылазка была хорошей. Так, здесь мы получим еще 3 очка сплоченности, но сейчас я буду действовать аккуратно, потому что у меня... Никогда бы не подумал, что ты дружишь с туземцами. Я разделяю их ненависть, а ненависть — это сила. Она наделяет их нашими самыми ценными союзниками. Так, небольшой диалог произошел у Тича и нашего Рамбульона. Так, здесь какой-то корабль, разведывательное судно Амары. Вот на него бы напасть и надрать им жопы. Но 30 золотых монет как бы мне говорит о том, что не так уж это и выгодно. Здесь 3 очка сплоченности, но, как я и не договорил, здесь нужно действовать аккуратно, потому что можно потерять команду, потерять корабль. На какое-то время выйдет из строя сам капитан Тич, и я бы не хотел сейчас это делать. Предлагаю вернуться назад и пополнить припасы. Починить корабль, набрать команду и тогда уже решить, что делать дальше. В любом случае неплохо. Неплохая вылазка действительно случилась. Там еще есть матч-реванш меня ждет. И я думаю, что с этим можно будет поработать. Все задачи остановлены до возобновления работы постройки. Это что у нас произошло? Что за бунт на корабле? Почему так случилось? Не хватает людей? Или что? Так, одну постройку возвращаем, бандарь. Так, здесь столярная мастерская тоже начинает работу. А здесь у нас ткач. Остановился внезапно, да? Так, поэтому в любом случае, пока корабль будет на ремонте, мы... Открыть Энрике, что мы можем с ним открыть? Так, мы расформируем команду. Никому не хочется потерять место в хорошем экипаже. Это ударит по сплоченности. Блин. Серьезно? А если вот так я сделаю? Понятно. Они еще и сопротивляются. Собаки такие. Так, хорошо. Давайте-ка начнем ремонтировать этот корабль. Как нам это сделать? Вот так. Так, все, уже доски понесли автоматически. И это хорошо. Так, ну и что ж, давайте займемся тогда текущими проблемами. А текущие проблемы в том, что у нас 2 постройки не работает. Винокурня одна и сахарный тростник. А при этом винокурня и сахарный тростник — это два здания, которые прям нам остро необходимы при условии того, что у нас есть вот эти самые морские разбойники, которые потребляют вино просто в каком-то невообразимом количестве. Мы все еще идем в плюс, это хорошо. Но тут, как говорится, есть нюанс. Итак, давайте-ка посмотрим. Вот есть флаг, что он нам дает. Повышает уровень сплоченности на 4 единицы за каждое знамя. И что мне с того? Что мы здесь такие все якобы сплоченные, но на самом деле нет. Так, домов у нас хватает. Поставляется постройка жилье, 120 мест. А требуется чуть меньше 90. И поставляет постройка пиратский лагерь. Так, хорошо. Идет строительство, мы ничего не строим. Здесь тоже постройки остановились, и вот это мне не нравится, конечно. Мне бы хотелось это дело как-то посмотреть по-другому, сделать все. Союз племен замышляет масштабное нападение на кровавую Бастилию. Энрике просит нас о помощи. Здесь нам могут дать 30 очков сплоченности. Я бы это хотел, конечно, получить, но... Рекомендуемый корабль 3-го уровня Разрушитель, которого у меня, по-моему, нет. Давайте-ка посмотрим это. Да, я здесь даже до 2-го не дошел. Извините меня, пожалуйста, конечно, но я пока пас.
У меня даже здесь есть больше шансов, и здесь тоже больше шансов, чем по ветке Империи. Ладно, с этим еще будем разбираться. Что ж, побочных заданий пока нет. Есть камбус. Поискать риф скрещенных костей, поискать китовый след и древний архипелаг. Все это нам предлагают в любом случае совершать вылазки. Улучшить корабль могу ли я? Нет, не могу. Третий же мне уровень недоступен, поэтому это не открыто. Так, в любом случае у меня есть сейчас назначенные пираты. А неназначенных, свободных нет. И это большая проблема, потому что людей здесь на самом деле в этом острове достать не так-то просто. Они приходят как-то случайно, рандомно. И сами по себе не появляются, если я даже буду строить какие-то там, не знаю, хижины. Так, что ж... Давайте как-то будем думать в эту сторону, потому что люди здесь нужны. Какие-то постройки я могу, конечно же, остановить, но уже, видимо, не эти постройки остановить мне получится. Потому что все, что нужно, у меня работает. Некоторые даже вот опять остановились, Бандарь, например. И я бы хотел, чтобы они работали. Ладно, тогда можно остановить на самом деле теоретически вот эти склады. Смотрите, есть носильщики. Но если я их остановлю и назначу их матросами, будут ли они носить ресурсы вообще в случае того, что мне нужно будет потратить на ремонт что-то, или, например, доставлять вот ресурсы, там, вот тащит он бутылку вина. Не знаю, сдается мне, что не самая лучшая идея вот так вот это делать. Да, есть над чем подумать. Не так-то просто оказалось здесь с этим совсем разобраться. Так, здесь у нас как будто бы аврал, но на самом деле он просто очень быстро производит это все дело. В минуту. Базовый объем производства 15,8. Что-то ему не хватает. Так, ладно, ну, смотрите, если мыслить логически, то у нас действительно количество домов превышает спрос. Значит, это не работает на увеличение жителей. Здесь мой пиратский лагерь, где я его сейчас найду, вот. Также не работает на это самое увеличение, потому что здесь тоже на 4 дома больше, чем требуется. Так, а здесь не требуется, смотрите. Требуется 81, 60 поставляется жильем и 25 лагерем. Типа 85, да, поэтому у нас запас... запасом 4, то есть в самом лагере они тоже могут жить. Хорошо, но здесь запас небольшой, поэтому на самом деле пару новых домиков-то вкинуть, в принципе, неплохая идея. Так, и... Что я еще могу? Ну, в принципе, да, жилье. Давайте воткнемся. Раз, два и три. Так, вот отсюда они все это дело понесли. И хорошо, пусть несут. Здесь у нас есть питьевая вода. Давайте посмотрим по постройкам. Кстати, что у нас здесь есть. Малая пушечная башня. Все это не нужно. Это материалы. Ткач. Ткач. Еда. Свинопас. Где-то же он у меня был, по-моему. Ферма тростника, бандарь, хижина дровосека, винокурня, воронье гнездо. Собиратель гуана. Где-то был у меня свинопас. Лесопилка. Вот, свинопас, да, я оказался прав. Так, ну и он свое дело, как говорится, делает. Что еще мне требуется? Здесь земляная печь буконьеров. Вот это я, по-моему, не строил. Ну и сейчас, если я построю, мне просто некого туда назначить. Так, это напитки, это корабли. Парусный мастер. Без парусов далеко не уплывешь. Горная нора, воронье гнездо, торговый пост.
шикарное знамя. Ну, то есть никаких новых построек у меня сейчас нет. Я имею в виду, например, построить собирателя рыбы, допустим, собирать воду пресную, что-то с птицами, с ракушками взаимодействовать. Это я сейчас даже сделать не могу, даже если бы хотел. У меня бы это не получилось. Так, ну и как будто бы все. А людей тем временем-то у меня и не хватает, да? Здесь у нас постройка на паузе. Забирать отсюда мы ничего, наверное, не можем. Так, ну и как-то вот так оно. Работает 3 носильщика, да, у нас здесь. Почему 3? Теперь 2. Так, хорошо, я понимать начинаю, как это работает. Здесь тоже нужно 3 человека, но она остановлена, да? А здесь, да, тоже 3. Так, одну убираем. Вот еще 2 человека у меня свободных, которых можно отправить, например, сюда. Но, смотрите, у нас началась просадка по похлебке, а бутылки и пиво пока в норме. Что ж. Листорез у нас встал на паузу. Подожди, нет, не на паузе не листорез, на паузе ткач. И мы не можем поставить его на производство, потому что у нас здесь не хватает людей. Блин, у нас какой-то жесточайший кризис. Можем поставить ферму сахарного тростника. Так, давайте посмотрим тогда, что у нас с командой. 9 человек, то есть даже 2 человека мне не делают погоды вообще. Никакой. Так, ладно, ферму сахарного тростника и, наверное, ее я возвращаю. Так, раз. Аккуратно. И 1 человек мог бы пойти сюда, но нет. Не пойдет. Так, что ж, здесь есть пиво. Давайте оставим его. Вот, все. Этот склад тоже заработал. Так, будем следить за похлебкой. Необходимый ресурс. Тенденция: мы тратим больше, чем потребляем. И нам просто нужно этот вопрос поправить как-то. Здесь уже 3 человека носят. Так, вот этот самый костер. Ну и больше здесь нельзя, да, правильно? Да, максимально 3, то есть придется еще 1 кампус строить. Если мы хотим эту историю. Ну, то есть еще 1 костер и еще 1 кампус. Вот у нас есть, здесь 2. Интересно, как я смог это настроить, если здесь не появляется больше нельзя носильщик и нехватка бродяг. Возможно, если у меня появится еще 1 свободный человек, тогда здесь появится возможность это все дело забирать. Так, хорошо, откуда ты тащишь? Ты берешь отсюда и отсюда, то есть оттуда же он забирает. Угу. Ну, все выглядит так, как будто нам в любом случае нужен еще 1 костер. И об этом стоит позаботиться. Давайте поставим его куда-нибудь сюда. Вот так. События, налоги и возмущения. Люди не ожидали, что на нашем острове придется платить налоги, но наши сундуки опустели, и нам неизбежно придется взимать какие-то сборы, чтобы выжить. Нужно принять трудное решение. Так, налоги не выход, поэтому очки сплоченности я не теряю, я их коплю. Нам не пристало собирать налоги, мы ведь не корона. Да, и 5 очков еще я заработал вот так вот на ровном месте. Что ж, это сейчас, наверное, самый верный способ не потерять сплоченность команды. Так, сейчас, значит, у меня будет готов еще 1 костер. Кампус здесь рядом.
Так, есть. Кого же мы можем сюда назначить? Никого, потому что не хватает людей. Что ж такое? Мне срочно нужны люди. Как я их могу добыть? Давайте подумаем. Есть какие-то задания. Здесь очки сплоченности. Здесь мы можем прям конкретно встрять. Это придется с этим драться. Здесь мы пока не готовы с 9 членами команды сюда отправиться. Это очень сложные задания пока для меня. Так, здесь что-то, куда-то, кого-то. Так, ну и пока не ясно, что мне нужно делать. Туман войны. What? Да, так просто Стича патрулировать не отправишь. Риф скрещенных костей отправляйте сюда. На одном из своих кораблей исследуйте регион. Ну, тут как бы без вариантов пока. Мне нужны люди. Где найти команду? Команда отсутствует, милорд. Так, здесь кто у меня есть? Никого. Это автоматическая постройка. Сахарный тростник. Можем ли мы им пожертвовать? На самом деле, чем мы можем пожертвовать реально сейчас, хотя бы на какое-то время, это самогонный аппарат. Самогонный аппарат можно остановить и посмотреть, что из этого получится. Так, останавливаем. Все, мы ничего не производим здесь, но производим здесь. Как будто бы. Так, это таверна, и тащим мы самогонный аппарат сюда. Всего один. Да, два члена команды ни о чем. Let's get to it. Таким образом мы, конечно, долго будем это дело набирать. Веревки нам не помогут. Здесь очень много пива. Почему оно оказалось здесь на складе? Потому что он его туда и носит. А нам туда не надо. Давайте мы вот это дело здесь уберем. И, соответственно, отсюда таверна будет забирать это самое пиво. Забирает отсюда, отсюда. И вот эта таверна забирает его отсюда. А, это кампус. Так, а кто, подожди, есть еще одна таверна, да? Да, точно. Есть еще одна таверна, которая забирает здесь, и эта постройка остановлена, да? Хорошо. Что ж, добавим же ее сюда. А, она сюда не может добавиться. Вот это добавится. Потому что это стоит на паузе. Да, вот эти пиктограммки нужно смотреть, чтобы не запутаться в этом во всем, потому что построек уже очень много. Пиво у нас проседать начинает. Но вроде бы и нет. Что ж, с постройками к костром мы пока здесь немножко терпим какие-то проблемы, потому что не хватает опять людей. Ну что ж такое, значит, этих двух юнг нужно расформировать. Сейчас мне скажут, нельзя. Нет, 2 человек удалось освободить. Давайте. Так, ну непонятно, костер у нас растет или нет. Похлебка 25 идет в плюс. Ну да, в плюс она пошла, потому что юнги были расформированы. И, значит, нет потребления. Да, слушайте. Пока не понимаю, что же мне нужно предпринять для того, чтобы привлечь сюда людей. Так, здесь у нас что стоит на паузе опять? Самогонный аппарат стоит на паузе. Наличие 84 единицы. Ну и, наверное, пока хватит. Так, а где таверна у нас здесь? Есть камбус, он тащит похлебку. Так, здесь там как будто бы не хватает еды.
Хотя еды до шиша. Так, давайте тогда сделаем по-другому. Вот это удаляем. Удаляем. 4 человека высвобождается, да? Так, и здесь... похлебщики в целом хватает. Нам нужно 46, а производим мы 16, да? Угу. Так, тогда добавляем снова. Так, и что получается? Давайте посмотрим. Так, мы потребляем 46 и поступление 46. Нуждаются салаги. Да, но теперь мы сбалансировали эту историю. И еще 3 члена команды у нас здесь есть. Так, ну 3 это прям совсем мало. Что еще нам требуется здесь для этого лагеря? Остальное вроде бы все в достатке. Да, понемногу копится. И вино в том числе. Поэтому здесь пока можно не беспокоиться в этом плане. Так, если я... Ну, 3 человека, это как бы, ну, куда? 12 морских разбойников. Кого я смогу этим испугать? Мне кажется, только самого себя во сне. Так, здесь у нас есть костер. И кто здесь у нас еще приостановлен? Ткач. Хорошо, зачем нам, кстати, паруса? Кто-нибудь может мне рассказать? Что мы с ними будем делать? Строительный ресурс, производство не налажено, позволяет двигать корабли силой ветра. А до этого мы что, не двигали? Силой мысли. Так, ну и я не знаю. Винокурня. С вином все полный порядок. Вот с досками у нас, да, строительный ресурс, потребления нет, тенденции никакой, производство тоже закрыто. А почему производство закрыто? Давайте-ка разберемся с этим, почему закрыто производство, ведь здесь есть все, что нужно. И на склад оно отправляется, и досок у нас до шиша. Так, этот лагерь приносит сюда вино и приносит нам камни. А этот склад уже почти все принес, наоборот, вино разгружают. Но на самом деле доски есть, все есть. Здесь чего ожидает, в пункте не хватает ресурсов. Где? Отсюда сюда он зачем-то тащит. Это интересно. А для чего ты это делаешь? Давайте-ка это остановим, все. Освобождаем еще 6 человек. И здесь тоже. Больше сюда не носим. Склады пока у нас будут остановлены. Да. Здесь тоже камней мы напихали уже достаточное количество. И тут тоже. Да, вот теперь 10 человек у нас присутствует. Мы можем нанять команду и отправиться в путешествие. Это мелкие воришки не отличаются силой, но весьма хитрые. Вы оглянуться не успеете, как они приберут к рукам свою добычу. Ну, я не знаю. Вот, наверное, как-то имеет смысл вот так это сделать. И вот так это сделать. Да. Что ж, давайте попробуем тогда, куда мы можем отправиться. Здесь в путь. 3 очка сплоченности. Давайте начнем с простого. Наши товарищи гниют в местной тюрьме. Если мы освободим их, они пойдут за нами. Так, хорошо. Значит, есть шанс того, что к нам прибудет новая команда. На этом острове мы уже были. Били здесь лицо Ханарати. Так, а чего ты не хочешь? Не понял.
Почему-то он остановился. Давай в путь. The world is ours. Так, и все постройки у нас остановились внезапно, да. Здесь склад, здесь склад. Давайте склады пока не будем трогать. Очень красиво нарисована вода, кстати, посмотрите издалека. Во многих играх все, что связано с водой и морем, выглядит как раскопированная клеточная какая-то текстура. Вот, здесь она выглядит достаточно живо, не однообразно, я бы сказал. Молодцы, здесь в этом плане разработчикам большой респект. Королевский порт. В этом городке нет ничего ценного, кроме пиратов, томящихся за решеткой. Местные плохо вооружены и не могут дать нам отпор. Так, ну и снизить показатель прочности врага до 0. Но они вообще дохлики. Поэтому мы сейчас с ними разберемся. Предотвратить урон по прочности нашей. Так, здесь мы потеряем одного или от 1 до 4 членов команды. Не хочу. Так, но здесь... с одного удара мы их выносим. 4 пиратов мы потеряли, но 3 очка заработали. Так, хорошо, здесь сделали свое черное дело. Есть еще 1 очко задачи. Получили. Двигаемся по ветке короны. Так, и тогда сразу можем их вкинуть. Куда мы можем их вкинуть? Сюда. Производство камень с плеч увеличивает объем ресурсов в залежах на 25%. Это хорошо. Так, здесь можно вернуться назад в порт или же продолжить наше вероломное путешествие. Так, вот тут, да, похититель-мародер, 3 очка сплоченности нам будет доступно. Давайте попробуем. Странно, они обещали, что придет команда, к сожалению, бродяг. Новых у меня нет. Надеюсь, что на корабле у нас есть новые люди. Не знаю. Об этом, скорее всего, мы сможем узнать только когда вернемся в порт. Золотоискатель, экипаж 15 человек и груз 50 единиц пороха. 50 бочек, я бы сказал. Да, карта на самом деле не такая уж и маленькая, если учитывать эти расстояния. Посмотрим, насколько она по ходу дела, по ходу нашего прохождения вообще, насколько далеко мы сможем зайти. Итак, помощь контрабандистам. Этой банде контрабандистов нужна наша помощь. Мы доставим их товар за разумную плату. Что ж, мы должны получить преимущество 37 из 108. Хорошо, дерзкое предложение, преимущество в количестве 18 штук. Так, команда у нас осталась, прочность не уменьшилась и замечательно. Так, получите 45 из 108. Давайте еще раз. Да, хорошо. Так, 65 из 108 у нас уже есть, и можем поторговаться еще немного. Так, мы получаем преимущество. Так, я думаю, еще пару ходов будет у нас в запасе. Припасы только тратятся на эти ходы. Вы не теряете, но получаем только очки на следующий ход. Так, ну здесь, наверное... Вот это мы выберем. Да. Груз на борту нашего корабля. Теперь главное не опоздать. Если мы задержимся, сделка не состоится. Нужно сократить расстояние в 400 метров. И предотвратить урон. По припасам, к сожалению, команду здесь мы можем, конечно же, потерять. Предотвращаем урон по команде. Но нам нужно преодолеть все-таки это расстояние, поэтому команда не пострадала.
Мы прибыли в порт вовремя, покупатель ждет нас в таверне. Нужно пробраться туда незаметно. Незаметно преодолеть 5 метров, а преодолеть 5 метров мы можем, конечно же, незаметно, без каких-либо проблем. Так, возьмем предотвратить урон по команде. Ну вот это, я думаю, рисковать не будем. Здесь вполне... Помощь контрабандистам. Мы доставляем товар вовремя, получаем щедрое вознаграждение. Потеряли припасов, ну и что ж, зато есть 3 очка сплоченности и 80 золотых дублонов. Что ж, команда не пострадала, припасов маловато, а здесь, конечно же, я не знаю, сейчас я решаю. Стоит ли мне двинуться сюда? 20 очков сплоченности, это хорошая цена. Но команду терять не хочется, а там боевые действия, поэтому их придется потерять. И плюс, конечно же, малое количество припасов может сыграть нам злую шутку с нами. Так, компас, здесь мы можем что сделать? Ну, уже только сюда, пир у костра. Следующий ранг увеличивает объем производства, костер на 3. Это нам надо. Да. Так, что ж, пока хорошо. Можно сохраниться на всякий случай. Вот сюда нам конец. Уже если нам не конец далеко. Так, ну и давайте попробуем, раз уж мы здесь неподалеку. Феникс в бегах. Отрадно вас видеть, и теперь пора убираться. Только осторожно, жнец следит за нами. Итак, нам нужно преодолеть всего 47 метров, но урон по команде может нам все испортить, так же, как и урон по нашим припасам. Так, 20 единиц урона предотвращаем мы по команде, получаем сокровища, но нам нужно преодолеть 20 метров. Так, отлично. Прочность у нас пострадала, и это малая цена за это задание. 19 метров нам нужно еще больше преодолеть. Так, однако припасы у нас страдают, действия поддержки. Так, быстро и тихо, не будем рисковать. А взять-то я ничего не могу отсюда, да? Потратить урон, получить... Да, не могу. Так, получим 14 припасов, 3 единицы урона по людям мы получим. Давайте. Так, окей. Еще нам нужно преодолеть расстояние. Выберем. Наверное, вот это. Да. Что ж, неплохо. Туман — дурной знак. Нужно скорее проплыть сквозь него. Это вопрос жизни и смерти. Так, фрагменты карты нужно. Здесь задание состоит из 3 частей. Нужно здесь, конечно же, очень грамотно это все сделать. Фрагменты один ход, на следующем ходу мне не нужно. Предотвратить урон по команде. Можно. Но фрагмент карты всего 8 будет, да? Предотвращаем урон по припасам, но можем потерять команду. Так, здесь фрагмент карты мы сразу заканчиваем, но получим... Что-то мы потеряем здесь. Есть ли шанс не потерять команду? Возможно, да. Нет, мы потеряли и команду, и припасы. Да, это был не самый лучший выбор. Так, что ж, уклонение. Припасы закончились. Здесь я ничего не могу выбрать, к сожалению, мы в патовой ситуации находимся. Сбежать из события, получить 26 единиц урона. Зафейлили компанию. Да, давайте еще раз. Я сделал, конечно, неправильный выбор, совершенно точно. Нужно было не выбирать потерю команды и потерю припасов, потому что мы в итоге потеряли и команду, и припасы. Так, пробуем еще раз. Все это немножечко нестандартно для меня. Так, ну и давайте 47 метров преодолеть. Урон предотвращаем по команде. Так, хорошо, потеряли припасы.
Еще раз пока берегу команду. Потеряли прочность, неплохо. Так, и осталось буквально-то чуть-чуть. Бережем команду, но с припасами у нас полная жопа. Так, получаем фрагменты карты и... Что еще? Вот это мы не можем получить. Предотвратить урон. И все равно припасы мы теряем. Так, теряем сильно очень команду, но получаем припасы. Так, предотвратить урон по команде. Так, ну и последняя часть. Положение наше такое же примерно плачевное. Нам нужно отсюда свалить. Что ж, преодолеть, сбросим балласт. Предотвратить урон. К сожалению, команду нам не защитить, поэтому... Сматываемся отсюда вот таким образом. Горячая голова, нанять Тимати, и мы проходим это задание, конечно же, с огромными потерями. На 20 очков сплоченности, 30 дублонов и 3 бочки с припасами. Что ж, задание завершено. Что ж, могло быть и хуже. Я покину вас в следующем порту. Видели призрачный корабль, плывущий в тумане? Жнец следит за вами и за мной, и за всем братством взморья. У вас сейчас два варианта: съежиться от страха или испытать судьбу. Что будет дальше? Это загадка. Что ж, мы спасли Феникса, члена легендарного братства взморья. Призрачный враг под покровом тумана неустанно преследовал его. Теперь он следит и за нами. Мы можем не обращать на него внимания или же воспользоваться шансом и прославиться. Что ж, легендарное братство взморья. К такому и присоединиться не грех. Так, ты понятно, за любой кипиш, я понял. Будь осторожен, Скарлетт, мы оба знаем, что за корабль мы видели в тумане. Я не горю желанием вступить в команду кого-то там. Негоже легендам бояться жнеца Рамбойон. Кто еще дарует нам жизнь загробную? Да-да, очень смешно. Мы побитые, но с приподнятым настроением не унываем. Возвращаемся в свою родную бухту. И сейчас нам, конечно, предстоит очень тяжелые решения принимать, потому что команды стало намного меньше, а построек не уменьшилось. Люди требуются, многие из построек стоят на паузе. И у нас новый кризис. Да, мы увеличили очки сплоченности, вышли из кризиса, который бы нас мог привести к поражению в этой игре, но тем не менее кризис человеческих ресурсов, свободных ртов и рук нам не хватает. Что ж, что-то сейчас мы будем предпринимать по этому поводу. Итак, Эдвард Тич возвращается в родную гавань. И корабль встает на прикол. Награды в трюме: 50 бочек с порохом у нас есть. Их еще нужно перенести, и тогда нам нужно отремонтировать корабль. Ремонт будет стоить немало. Так, носильщики уже побежали. Здесь мы можем расформировать пока команду. Так, и что мы здесь еще можем сделать? Самогонный аппарат. Так, в чем мы по просадке? Мы теряем много похлебки. Да. А значит, что совершенно точно костер нам нужно восстановить. Так, у новоприбывших нет ничего, кроме надежды. Как нам поступить? Так, ну, 100 золотых, если мы заберем у них ценные вещи. В любом случае мы теряем очень много, и только мы можем их прогнать. Но нам нужны люди, поэтому 10 человек. Или даже вот так, я бы взял 25 человек, нам нужно вернуть назад. К сожалению, очки сплоченности придется потерять 15 штук, но мы набрали 40, поэтому это хоть и печальная, но не такая уж огромная цена. 25 новых бродяг у нас появилось в лагере, и значит жизнь налаживается. Что ж, здесь ткач, можно наконец-то его запустить. Действовать в любом случае будем аккуратно. Сейчас мы идем в огромный плюс. В
В целом все у нас хорошо. Есть каменотес, есть каменщик. И все происходит у нас по красоте. Так, винокурня одна у нас остановлена. Но 4 человек ради нее тратить я не хочу. Сейчас корабль будет у нас отремонтирован уже. И мы можем нанять команду и сразу же отправиться дальше в путешествие, чтобы, во-первых, новые очки сплоченности достать и продвинуться дальше по заданию. Так, давайте-ка посмотрим, что нам на самом деле здесь доступно. Из основных заданий атака на Бастилию выполнена, плывущие по течению, и выполнена пир с героями. Здесь есть волны судьбы, целых 3 задания. С ними нужно разобраться. Итак, давайте-ка посмотрим. Вот так, команда сформирована. Еще 8 бродяг у нас остается. И давайте-ка тогда на самогонный аппарат можно будет и включить, как будто бы, да? В принципе, да. Здесь что у нас с бочками произошло? Таверна у нас не имеет источника входящего этого самого вина несчастного, которое мне всю голову уже сделало. Так, здесь, ладно, с этими постройками, допустим, окей. Что у нас здесь остановлено? Давайте посмотрим. Самогонный аппарат здесь остановлен. Но остальное, кроме склада и склада, вроде работает, да? Ну и все, хорошо, тогда я пока не буду заниматься какими-то слишком уж большими перестановками, потому что вроде все выглядит неплохо. Так, что мы можем продать? 250 единиц пороха мы можем сторговать за 25 всего золотых монет. Ну, такое себе, конечно. Здесь очень странный баланс в плане продажи ресурсов, потому что, ну, как-то это, я не знаю, не по-пиратски, что ли, как-то. Так, здесь риф скрещенных костей. Можем что-то тут поделать. Разведывательное судно Амары. Ну, 30 золотых всего лишь навсего, да? А здесь вот 30 очков сплоченности. Что ж. Yes? Но 3-й уровень нас сюда не пустят. Прикольно. Ладно, давайте отправимся сюда, попробуем. Easy as murder. Так, а подожди, вообще, на самом деле, можно сюда отправиться. Это ближе, во-первых. И мы не закончили это задание. Так, похоже, на негостеприимной скале появились новые жители, да еще и при деньгах. Зовите меня Ворон. У меня к вам предложение. Мы с друзьями ищем одну весьма ценную безделушку. И если вы поможете мне вернуть ее, я познакомлю вас с парочкой очень богатых людей. Очевидно, что жадность и коварство его вторая натура. Мне это по нраву, поможем ему, а потом обдерем как липку. Ах ты хитрый лис. Так, и тогда, значит, давайте-ка мы сохранимся предварительно. Нам конец, перезапись. И понеслась. Ворон в джунглях, я уже заждался, отправимся в джунгли, чтобы отыскать одну деревеньку. Итак, расстояние в 3000 метров нам нужно преодолеть. Так, урон нам надо предотвратить в первую очередь по команде. Так, по команде можем мы предотвратить урон? Нет, только по этим самым несчастным очкам прочности. Ладно, что ж, припасы мы пока теряем и первую часть проходим. Голожопые индейцы нас встречают у костра. Так, дешевый трюк, снижаем все параметры соперника на 2, а нам нужно снизить чего, я не понял. Выбирайте с умом, добраться до цели выполнено. Их нужно отвлечь, снижает все параметры соперника, продуманный план. Так, снижает все потребности, ну, 8 мне может и не выпасть. Так, давайте выберем вот это. Так, хорошо. Не того, что вы ожидали, да? Обыщите обломки, пока жители не спохватились. Тут должна быть моя безделушка. Так, итак, подсказки получите 20 подсказок. Вы получаете от 13 до 16 и плюс 1 очко хода на следующем ходу. Так, и здесь мы получаем урон по команде, мы предотвращаем.
А это то, что мне нужно. Так, отлично. И еще раз я выбираю, пожалуй, это же самое. Так, ну и все. Задание пройдено. Все. То золото нанять ворона. Мы нашли ее монету с изображением золотого города, наконец-то. А теперь валим отсюда. Судя по всему, что-то похожее на Эльдорадо. Да, это именно то, что мне было нужно. Я должен немедленно покинуть эту границу. Это самая богатая гильдия контрабандистов в округе. Если мы выполним их последнее задание, то сказочно разбогатеем. Как замечательно. Думаю, оно как раз для вас. Отправляйтесь в порт Конкордат и скажите, что это я вас прислал. Если вы, конечно, пожелаете. Итак, мы помогли ворону, который сотрудничает с контрабандистами из Золотой Цепи. Они говорят, что в этих краях нас ждут несметные богатства. Мы можем поучаствовать в охоте, а когда придет время, забрать всю добычу себе. В общем, у нас так коварный план и не оставляет нас, да? Значит, Золотая Цепь до сих пор существует. Отлично, союз с ней пойдет на пользу обеим сторонам. Помнится, тебя хотели четвертовать за кражу большой партии шафрана. Но это было дело, быльем поросло. Кроме того, они знали, что я питаю слабость к контрабандным специям. Итак, новое задание есть у нас. И мы здесь что-то получили. Так, хорошо. Здесь у нас есть сортировочный док, снижает затраты на строительство и ремонт кораблей на 20%. Это неплохо и значительно ускоряет перевозку, подъемник. Ну, в целом, давайте выберем вот это, а с подъемником чуть позже разберемся. Хорошо, и здесь мы можем, пока у нас команда в доступе, очки прочности позволяют, можем еще здесь жалом поводить по архипелагу. Не знаю, пока есть еще вот эти вот задания, да? Шпионский лагерь Амары, 30 золотых, здесь нас не пустят. Ну и как-то вот, смотрите, какая карта тут у нас вообще прям огонь. Она очень большая. Неужели я сюда тоже смогу там? Я вижу острова. Вот ее конец. Это прям мощно. Долго будем мы играть, судя по всему, с вами, ребят. Так, а игра прям не отпускает. Подкидывает постоянно какие-то проблемы, но тем не менее их удается решить. Что ж, стоит ли двинуться сюда? Думаю, да. Давайте в любом случае сделаем наше замечательное сохранение. И двинемся в путь. Приют флебустьера. Здесь в мрачной глуши находится кровавая Бастилия. Место, куда корона отправляет самых опасных преступников. Ну, я думаю, что сможем ли мы вывести это или нет. Попробуем в любом случае. Что из этого получится, я не знаю. 9 свободных у нас бродяг, тем не менее. В лагере есть и жители немножечко прибавилось. Хорошо. Здесь были задания, теперь это место недоступно для исследований. Так, вот посмотрите, какой огромный остров здесь. И тут еще есть какие-то постройки. Форт. Интересно. Но, судя по всему, это оно и есть. Так, перейти. Примите участие в событии, чтобы продолжить путешествие. Королевский патруль. Прихвостни короны явились вершить правосудие. Так, что ж, здесь нам будут сейчас очень сильно бить лицо. Так, показатель снизить до 0. 49 у него очков прочности. Но мы потеряем команду здесь совершенно точно. Так, отлично. Хороший выстрел, Эдвард Тич. Так, и еще раз мы это можем сделать, надеюсь. Да. Теряем урон, но им конец. Королевский патруль пошел ко дну. На корм акулам. Получаем 3 очка сплоченности и 83 золотых дублуна. Так, но это мы еще не дошли, а нам уже наваляли. Вот это да. Что ж, давайте попробуем. Не знаю, здесь, наверное, будет опять 3 части. Приют флебустьера, говорящее название. Эти воды контролирует Кайлрона. Там есть особая тюрьма для пиратов. Вот она. Сотни людей гниют в кровавой Бастилии. Если их освободить, они будут умолять взять их в команду.
I suppose having more hands wouldn't Думаю, hurt. лишние руки нам не помешают, если они, конечно, вымыты. Кровавая Бастилия. Корона немедленно привнесет в новый свет худшее из старого. Они хотели напугать нас одним лишь названием. Не на тех напали, мы выпустим узников. Так, итак, запугаем купцов, чтобы они перестали торговать с короной. Мы поднимем население на восстание. Так, 2 очка принципов власти у нас получится. 15 очков сплоченности. Ну, давайте. Как-то так. People of Buccaneer's End have been miserable under the crown. Жителям приюта флебустьера приходится несладко под пятой короны. I'm Так, waiting. на кого я могу напасть? Ну, например, напасть могу. Ну, хочу ли? Я не хочу. А здесь куча заданий вообще, посмотрите, здесь просто куча всего. Здесь можно куда только можно не попасть. Так, ну у меня здесь проблемы с припасами, поэтому имеет ли мне смысл сейчас вернуться? Тайный лагерь. Ну, имеет смысл, я думаю, что сохраниться и попробовать, раз уж мы здесь. А там и как бы мы поймем, домой мы сейчас возвращаемся или что. Вот здесь какие-то мелкие корабли, очевидно, это караван. Купцы идут мимо, но мы здесь можем немножко пошуметь. Давайте попробуем. What now? Так, снабдить оружием. Мы обнаружили группу мятежников, прячущихся в джунглях. Они построили частокол, теперь заняты добычей провизии, воды и боеприпасов. Возможно, им стоит помочь. Давайте поможем им. Waiting. Так, ну и... Здесь мы можем отправиться сюда корабль и заключенных здесь посмотреть. 15 очков сплоченности у нас будет. Здесь мы еще не готовы. Выброшенный груз. Здесь мы можем, чтобы поучаствовать в событии. Так, ну, раз я сохранился и мы неподалеку, давайте попробуем. В общем, насколько я понимаю, этот архипелаг здесь открылся и больше уже не закроется. Так, что-то у нас я видел здесь. Какой-то бунт случился или что? А бунт случился, у нас не хватает еды внезапно, да? А ну-ка быстро. А ну-ка быстро. Что случилось? Вы производите. Вы производите. Вы забираете отсюда это. Нехватка на производстве. Что в смысле кого чего? Нам нужен еще один камбус внезапно здесь, во втором лагере. Строить придется. Так, окей, давайте построим. Еда. Так, вот здесь, по-моему, это находится. Камбус. Да. Но, как назло, вот сюда вон он идеально поместился, но не помещается. Только тут где-то он может встать у меня. Вот так. Ладно, попробуем. Смотрите, что мы имеем. У нас есть 3 костра и земляная печь буконьеров. А камбус, к сожалению, у нас забирает только из 3. Хотя мы можем же вот это добавить, да? Зачем я тогда построил второй? Ладно, пригодится. Просто потратил ресурсы. Так, окей, сейчас похлебка у нас будет готовиться. Люди свободные еще имеются. Пошло потребление вина. Рома, точнее, ром это называется. Я называю это вино. А это ром. Так, и Эдвард Тич, можно мне, пожалуйста, вас увидеть, так сказать, вашу улыбку? Так, один богатый купец сомнительной наружности просит у нас что-нибудь купить. Некоторые пираты высказались резко против идеи продать ему наши товары, нажитые столь тяжким путем. Так, мы не теряем очки сплоченности, мы их собираем. Так, и тогда, Эдвард Тич, давай-ка нам здесь расскажи-ка, что тут происходит. Итак, мы можем взять. На поверхности что-то плавает, и это явно не какой-то мусор, а ящики и сундуки с товарами. Кажется, что-то намеренно кто-то сбросил их за борт. Возможно, контрабандист, занимающийся незаконными перевозками. Так, что мы здесь имеем? 200 пачек лекарства, готовое платье, сапоги и хватай все, что можешь унести. Ну, я бы взял лекарства. Let's get to it. Так, хорошо.
Вот так вот мы без каких-либо проблем здесь собрали необходимые ресурсы. И посмотрите, там вулкан, да? И какие-то племена, наверняка людоедов. Да, слушайте, здесь становится все интереснее. Тут что у нас? Кровавая Бастилия, вот она. Поймаем одного. Всего лишь навсего. Тут у нас ничего нет толком, кроме пропавшие заключенные. Здесь мы можем кому-то навалять или же наваляют нам. Ладно, нам нужно припасы пополнить и вернемся сюда совершенно точно. Давайте это сделаем. Done already? Cowards. Да, тем временем давайте вернемся в наш лагерь и посмотрим, все ли у нас здесь хорошо. С виду вроде бы все в порядке. Единственное, только посмотрите, я не вижу, что мы идем в большой плюс по доскам и по каменным блокам тоже. Плюс у нас не происходит, что странно, потому что доски должны производиться, тем не менее они не производятся. Хотя есть и носильщики, и работники. И это странно, потому что... А почему? Так, склад забит, максимальная вместимость, и нужны носильщики, которые ничего не носят. Давайте-ка назначим сюда человека, будем носить доски. Пока что. Да, и тогда производство должно пойти. Здесь тоже все забито. Ну вот теперь производство пошло, и доски мы начинаем производить. Так, давайте посмотрим то же самое с камнями. Камни здесь не производятся, потому что забита их вместимость. Так, ну и тогда камни здесь нужны на склад. Да. Да, думаю, да. Так, хорошо, но маловато людей у нас остается свободных. Итак, корабль пристал, мы пришли с большим уловом. Ремонт нам требуется. И что еще? Почему здесь в торговом складе в торговом посту он продает только порох? Может ли он продавать не порох? Отсюда он забирает только порох. Смотрите, он вообще выбирает только порох. Это странно, потому что... А что, если я удалю вот это и буду забирать... Да нет, только порох он и забирает. Хм. Так, разгрузим корабль, но... Да, это странно, что только порох он отсюда и может выносить, хотя в трюме есть и соль, и другие товары. Но, увы. Так, давайте попробуем одну интересную механику. Здесь у меня есть склад, который пустой, не работает. Могу ли я сюда назначить, например... Так, управлять ресурсами на складе можем мы... Так, хорошо, допустим. Угу. Постройку назначим. И можем ли мы взять... так, корабли, ресурсы, снаряжение, лекарства. Да, вот отсюда я могу это все перетащить на склад. И вот это. И вот это. Все, ребята понеслись, сейчас все будет в порядке. Так, но здесь торговли нет, постройку это можно остановить, она дурная совершенно. Давайте перенесем порох тоже на склад. Странно, 4-я ячейка есть, а выбрать порох я тем не менее не могу. Могу ли я отсюда его достать? Вроде бы нет.
Могу только назначить еще пиво. И, собственно, все. Доски и камни, и вся вот эта история. Ладно. Что нам здесь доступно? Сортировочный док снижает затраты на строительство и ремонт кораблей. Его мы можем построить где-то не здесь. Да, слушайте, земли здесь тоже не хватает. Ну вот так, неплохо, да, мне нравится. И соединение здесь сразу есть, и оно находится между. По идее, можно на 2 лагеря сразу работать, если это нужна нам механика. Так, и все очень быстро у нас происходит. Сейчас еще с досками нам помогут, и будет здесь все хорошо. Так, это выполнено у нас, да? Так, еще налоги, но от налогов мы отказываемся, потому что... Кстати, куда у нас девается золото каждый раз? Очки сплоченности собираем. Налоги и возмущения не придут в наш лагерь, это точно. Мы здесь такое не приветствуем. Итак, сортировочный док готов. Есть у него все переходы. Все, что необходимо, и значит, теперь в следующий раз корабли будут чиниться гораздо быстрее. Так, что ж, припасы у нас пополнились. Все у нас в порядке. Вот это что такое? Сила корабля 91,4%. Морская походка. Юнги, члены экипажа, которые не дают прибавок к параметрам. Имейте в виду, что потеря экипажа в пути снижает параметры корабля. Так, что ж, юнги как-то внезапно оказались не самые у нас почетные ребята. В принципе, от них никто другого ничего не ожидал, но, тем не менее, как-то их здесь совсем прям обидели. Так, ладно, сейчас у нас с корабля все перенесут. Ну и, собственно, можно будет тогда отправиться посмотреть, что здесь в округе есть неподалеку такого, что позволит нам практически гарантированно, действуем хитро, поймать, пополнить вот эти самые очки сплоченности. Довести их до максимума хочу я, чтобы больше об этом не вспоминать. В остальном по ресурсам все неплохо. Конечно же, пиратов хочется мне всегда больше. Не хватает мне людей. Но надеюсь, что с тем прогрессом, который у нас происходит при выполнении заданий, люди будут приходить как-то вроде бы понемножку, но число поселенцев растет. Было бы круто, если бы чуть чаще люди к нам захаживали в бухту. Тогда можно было бы просто постройкой и увеличением количества хижин восполнять людей. Мне кажется, это была бы механика более сбалансированной. Здесь же приходится, во-первых, останавливать постройки, ставить их на паузу, чтобы наполнять команду, а потом делать вылазки. Если в этой вылазке мы теряем команду, то мы как бы увеличиваем проблемы, просто умножаем. Плечевая составляющая, я бы сказал, присутствует в этой всей истории. Да, и она не всегда работает нам на пользу. Так, что ж, почти все перенесли. Немного пороха осталось, и осталось немного лекарств. После этого склады, в принципе, можно будет остановить, если это потребуется, и тем самым высвободить свободные руки. Но, в принципе, если оставить этот склад рабочим, то тогда при заходе в доки разгрузка произойдет автоматически, только в случае, если будет соответствовать наименование товаров в этом трюме, чтобы они смогли это переносить сами без моей команды. Думаю, что это будет работать именно так. Так, что ж еще осталось перенести? 50 бочек с порохом. Не знаю, будет ли он здесь работать, порох. Да, порох отсюда можно будет перенести, но он не переносит. Странно, потому что ячейка есть, но, к сожалению, работает только 3 носильщика. Свободные руки есть, то есть ничего не мешает, но вот ограниченные ячейки нам не позволяют это сделать. Что ж, тогда получается, что все, склад можно ставить на паузу. И давайте
Сделаем еще одну вылазку. Предварительно, конечно же, сделаем сохранение. Куда же без этого. Так, нам конец. На сегодняшнюю серию это наше классное главное название. Но если вспомнить то, с чего мы начали. С 2 очками сплоченности мы были просто на волосок от неминуемого поражения. Так, здесь у нас есть риф скрещенных костей. Хорошо. Здесь есть древний архипелаг. Тоже что-то можно исследовать. Тут есть приют флибустьера и бунтари без причины. 3 очка сплоченности. Это корабль 3-го уровня нам точно наваляет. Мы не будем пока соваться. Силы не равны. Вражеский корабль собирается напасть на остров. Ну, начинается, да? Кто это вообще осмелился? Так, давайте-ка, где мои башни? Где мои башни? Где мои башни? Постройка включена. И это тоже. Так, 8 минут у нас осталось. Ну, замечательно. Хотел сделать вылазку. В итоге серию завершим на отражении атаки вражеского корабля. Неужели ищейка Амара решила нанести нам визит? Как будто жизнь ее ничему не учит. Ну ничего, мы готовы. Что ж, ускоряемся. Мы на ускоренном. 8 минут, 7 минут еще до прибытия. Что ж, посмотрим. Так, человек больше нам не хватает, свободных рук у нас нет. Уж посмотрим, надеюсь, никого из жителей не потеряем, потому что люди сейчас самый ценный ресурс. О, этого я не видел. Смотрите. Класс, вообще детализация под водой, я обожаю. Приближается вражеский корабль, защитим наш остров. Я обожаю всегда, во-первых, вот эта бирюзовая вода, Карибов. И когда еще такая детализация прорисована, все вроде бы, естественно, это выглядит не натурально. Все равно есть какая-то казуальность в этом во всем, но это очень симпатично, это прям мне такое заходит. И, пожалуйста, тебе и подводные какие-то здесь движения, да, то есть все играет на то, чтобы сделать этот мир живым. Так, ну 2 минуты. Кто сюда зайдет? Уже зашел? Нет, не зашел. Разрушитель 2-го ранга. Кто осмелится? Минута 20. Вот он. Прется здесь. К нашим берегам прибывают щеголи. Так, 5 членов команды вы хотите мне. И 400 монет при этом, да? Но окей. Давай решим потом. Сейчас не до этого. Щеголи. Называйте вещи своими именами, пожалуйста. Так, вот они здесь сидят, смотри, руками машут. Ну это точно Амара. Наш дом под обстрелом. Так, ну 2 башни должны его разобрать. Я могу надрать ему жопу, помочь моим парням? Не могу. Так, ну и все, на что ты рассчитывал, вообще непонятно. Давайте пока на дно. Так, это надо отметить, и у нас 5 очков сплоченности. Хорошо, вроде бы никого не потеряли, 183 наших жителей так и остались на месте. И давайте еще и нащеголяем. Но, к сожалению, 5 нас покинет. Зато у нас будет 551 золотая монета, которая, кстати, периодически пропадает. Вот это вопрос я еще должен изучить, куда это все девается и почему это происходит. Что ж, ну, что сказать. Наверное, на этом стоит подвести итоги. Эта серия получилась интересной. На самом деле, честно признаюсь, когда я запускал эту серию после прошлого итога, я думал, что на самом деле игра будет провалена, и нам, как бы нам ни пришлось начать все сначала, с постройки базового лагеря. У меня были такие мысли, но тем не менее, все получилось красиво.
Очки сплоченности в 2 раза увеличились относительно прошлой серии, когда я начинал, было в районе 44, сейчас 82. Мы значительно расширили зону своего влияния, открыли новую группу островов, приют Флебустьера, и там есть чем поживиться, однако есть уже задания 3-х уровней, а корабль у нас, я напомню, 2-го уровня, поэтому нам нужно каким-то образом добывать очки заданий, вот здесь их забирать, нужно выполнять, внимательно почитать, что здесь нужно будет выполнить. Вот, например, число пиратов до 250 довести, да? Мы работаем над этим вопросом, но все идет медленно. Например, построить 3-й пиратский лагерь, сразу дает нам очко сплоченности, хорошо. Разграбить 5 портов короны, мы его разграбили только 1. Нам до этого еще далеко. Здесь собрать флот кораблей, то есть нам нужен 2-й корабль, а это здесь возможно, судя по всему, сделать. И нам будет еще 1 очко. И вот таким образом мы будем забирать очки заданий, прокачивать различные ветки развития, но, к сожалению, чтобы получить корабль 3-го уровня, требуется по 5 очков заданий вкинуть в дерево развития, и, к сожалению, это уже сделать намного, конечно же, сложнее, чем добыть корабль 2-го уровня. Значит, в любом случае будем водить жалом по архипелагу, посмотрим, как оно здесь будет развиваться, продвигаться, и не унываем. Я думаю, что если мы будем верить в себя и будем стоять друг за друга горой, как настоящие дружные пираты, все у нас получится, если долго мучиться. Ну вот как-то так, друзья. Если понравилась эта серия, обязательно поставьте лайк, поделитесь с друзьями, вдруг им тоже зайдет такой контент. Ну а если вы не подписаны на канал, обязательно подпишитесь, не забудьте прожать колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Если есть какие-то мысли по этому прохождению, гайды, советы, с удовольствием обсужу их с вами в комментариях. Буду ждать вас, по возможности отвечаю всем. Ну и по традиции, увидимся с вами в будущем. Пока.